Привет, дорогие подписчики и прочие обитатели Ютуба. Вашему вниманию я представляю еще одну гонку на Нюрбургринге. Гонка с переменчивой погодой, то есть перед стартом всем участникам нужно успеть посмотреть на радар, определить, куда движутся дождевые облака, если они вообще есть, и выбрать оптимальные шины. Oh my gosh. Here we go. Oh, rain. What way do you wind blowing? The wind's blowing that way, it's blowing away. That's... Yeah, it's definitely intermediates. Oh, come on. Make up your mind. Я дождевые, Кирач. Yeah. There's no point going on dries. Oh. I'm gonna risk it. Oh, I'm gonna die. Oh. Death. Ля, ну тут промежутки реально посмотри. We wanted this rain, didn't we? We wanted this. It's full wet. It's gonna be full wet. Watch this be the most chaotic race of the week. Ну уже ничего не изменить, уже едем. Возможно, надо будет переобуться на эти промежутки. Посмотрим, принесет ли мне выгоду дождь прямо сейчас. Сейчас действительно посмотрим, какую гонку для нас подготовил Саша Лимонов. Он, кстати, был одним из двух пилотов из всего пелотона, кто выбрал дождевую резину. И то ли эта резина так помогает, то ли соперник просто рано тормозит. Но первый поворот у Лимона получается очень успешный. Hello, Regal. Sorry, I need my radar. Sorry, boys, going ahead. Oh dear. Понятно, что в дождь на сликах Скотти уже точно в этой гонке не конкурент, но мы к нему еще вернемся. А сейчас посмотрим на наверняка уже знакомого вам персонажа, британца God Max Power на Porsche, у которого тоже не все идет гладко. Он срезает один из поворотов, и, в общем-то, так и нужно делать, если хочешь быть быстрым. Надо постоянно ходить по грани штрафа, и в результате неизбежно иногда оказываться за гранью. Проблема только в том, что автоматическая судейская система в Гран-туризмо часто не способна оценить тяжесть нарушения. Макс за счет срезки практически ничего не выиграл, а вот потеряет он на штрафе секунд 5, и я прекрасно понимаю, как тяжело в этой ситуации не сгореть от несправедливости. Where's Max going? Это что вообще? Max, you're such a legend for even thinking of these crazy things to do. You're gonna get more penalty? Give him more. Driving like a granny, taking no chances at all. Продолжаем знакомиться с актерским составом этого заезда. Впереди у нас едут Лаванда и Максим Дрёмин на Ягуаре, который вступил в борьбу с красным Генезисом и аккуратно отправил его трогать мокрую траву. Тот смог безопасно вернуться на трек, и в итоге все остались на своих позициях. Лаванда лидирует, и, кстати, это был единственный пилот помимо Лимона, кто выбрал дождевую резину вместо промежуточной, и, возможно, это был неправильный выбор. So now it's inters conditions. I'm glad we're on the inters for sure. Everyone else should be on inters. Let's really focus. Напряженное лицо в углу экрана принадлежит молодому гению Гран-туризма, звать его Винт. Тоже на промежуточных шинах он борется за 5-ю позицию и преуспевает. Несмотря на то, что Альфа на той неделе точно не была самой быстрой машиной, талант компенсирует недостатки аппаратуры. И то же самое можно сказать и про Макса, наблюдающего за тем, как Лаванда вылетает за пределы трека. Не исключено, что это как раз следствие неверного выбора шин, но в целом ошибка Лаванды ничего ему не стоила. Только вот из-за этого вся группа лидеров немного замедлилась, все стали ближе друг к другу. Винт сразу пытается этим воспользоваться, но тут он встречает красивую и чистую оборону, обогнать не получается, и позади тоже идет борьба. Белый Генезис вроде бы опережает черный и хочет пристроиться за Виндом, но не рассчитал габариты. Oh my god! Увернулся. Spun his car somehow. Oh, gonna make this move somehow, hopefully, on Limonov. Гроув-стрит пытается обогнать Лимона, и одновременно разгорается драка впереди. Макс толкает Лаванду и тем самым подставляет себя под атаку. Красный Генезис запускает очень смелую дайву по внешке и забирает сразу 2 позиции. Может быть, опять же, за счет преимущества по резине, и если это так, то и Лимону тоже будет тяжело. Don't do it, Limonov, don't do it. Нет, не выталкивай. Ну, ты понимаешь, вот его один этот толчок тупо стоил мне еще одной позиции. Толчок, конечно, был неприятный, но я думаю, в рамках допустимого. Саше еще повезло, потому что следующий его соперник оказался уступчивый. Все могло бы быть намного хуже. No. Oh,
fucking lowers, the fucking lowers. Oh my gosh, it's like full wet. It's gonna be full wet condition up there. It's really bad. The leader is ahead in that group ahead. We need to catch up. Come on, Cayman. This is your job, Cayman. This is where you're best. This is where the Cayman will shine, hopefully, in the wet weather. It is a good car in the wet. No. Someone just spun. Wind just spun his car. Wind just spun. Oh no. We're gonna catch up, but that was not great. Некрасивое виляние. По идее, это должна быть моя позиция. He's making me brake later than I want to, unfortunately. Limonov, and I'm susceptible to his attacks. Лимон спровоцировал американца на ошибку, и тот теряет сразу 2 позиции, и это еще не конец. Хищники топ-сплита почуяли слабости, набросились на свою жертву без сомнения и жалости. Вроде бы не такая уж и большая оплошность опрокинула черный Порше с 5 на 9 место. Пока год Макс Пауэр флексит своим умением ехать боком, Гроув-стрит расстраивается из-за неудачной серии поворотов и начинает искать виноватых. Досталось и Покемону перед ним, и Лимонову тоже. It's a shame Limonov so bumpy. Like, come on, Limonov. My move on him was more fair, I think, than the one he got on me. Я бы сказал скорее наоборот, но оба обгона считаю легальными, да и вообще все могло бы быть намного хуже. What the hell? Disaster. In like 5 corners, 2 spins. The desperation, you can smell it. Where's that my dog farting? Don't you dare move, don't you dare move. Гроув-стрит начинает свой камбэк, Лаванда с Максом Дрёминым тоже вернулись на лидирующие позиции в результате ошибки красного Генезиса, а ошибка вот этой машины позади Лимона привела к тому, что они выпали из слипстрима, и сейчас критически важно это исправить. Толкай давай. Спасибо. Лимону также поможет драка в группе лидеров. Толкнув Лаванду напрямой, Макс опять поставил себя в непростое положение и решает не упорствовать, не рисковать, уступает свое 2-е место, иначе он легко мог бы оказаться в стене, и, забегая вперед, простите за спойлер, в стене он таки окажется, однако совершенно не так, как вы могли бы того ожидать. Макс будто бы читает мысли пилота сзади, и они синхронно смещаются, один чтобы атаковать, другой чтобы защититься. Красный Геннадий будет пытаться провести обгон с внешней стороны, и, возможно, там было больше зацепа, или это просто преимущество полного привода. Так или иначе, Макс, похоже, был недоволен таким развитием событий, и вот как он на это отреагировал. База для Макса. Никакой выгоды от этого бесовского маневра он не получил, даже наоборот, и одновременно игрок в ливрее Покемона продолжал всеми возможными путями давить на американца. Trying to go on the grass to go by me here. He's crazy. He's absolutely nuts. Please stop, El Fonde. You're insane, and I want you to stop. Надо думать, что по погоде. Ну, судя по всему, надо на дожде оставаться. He's gonna cause an accident any second. Like, what are you doing? He's totally nuts. Ндо расшатывался. И вроде я всех догнал, так прям позади стартую. Я же в районе десятки стартовал. Please wait till after the corners are over to go for something ridiculous. Я, честно говоря, согласен с моим коллегой, но давление француза все-таки возымело свой эффект. Сложно сохранять концентрацию, когда преследователь кажется неадекватным. It's better this way even, because I feel like he's just gonna wreck me, right? Maybe even safer this way, because he's just so nuts. He's gonna wreck himself.
Ага. Широкондо. Француз перед Лимоном допускает две довольно грубых ошибки подряд, недостаточно грубых, чтобы Саша мог обогнать его без потери слепстрима, но судейское вмешательство делает этот обгон неизбежным. До 0.5. До надо толкать. В целом я своего добился. I think we don't take tires when we box. I don't know if you're gonna need the wets. We'll weather check. Remind me to check the weather, please. Условия скорее ближе к дождевым, чем к промежуточным, но разница невелика. Думаю, нет смысла терять в боксах 3 лишних секунды на смене резины, но все это скучные тактические размышления. Лучше посмотрим, как год Макс Пауэр снова едет боком. There goes Fonda. He's gonna send it. He's sending it. Беззубая получилась ракета у француза, но и спасибо ему за осторожность. И сейчас Макс получает возможность забронировать себе местечко во второй карусели, а бедный Генезис на внешке из-за этого теряет кучу позиций и ничего не может с этим поделать. Гроув-стрит оказывается третьим в очереди на обгон, выход из карусели у него намного лучше, и еще до поворота он всем корпусом выходит вперед, и в таком составе группа лидеров из 9 машин приезжает к возвратной прямой. Здесь располагается штрафная зона, где красный Генезис на полсекунды перейдет в астральную форму и отдаст третье место Лимону, но это еще цветочки по сравнению с тем, как дорого будет стоить штраф британцу на Порше, и даже трюк с торможением по траве, чтобы смягчить себе штраф, не слишком помогает. Ну, надо на дождевых дальше жить, мне кажется. Переобувка будет ошибочной. Баванда просто 1000 IQ. Brake early. Everybody brake. Slow down, guys. Slow down. Think of your family. Slow down. Slow down. Lifting, coasting, braking like a granny. He's not getting stopped there, surely. He dead, he dead. Well done, well done. Let's not spin again. And I'm trying to spin, but we've gained 7 seconds in half a lap. Just go inters again. I didn't even look at the radar, but the way the weather looks outside. На въезде в боксы Ягуар с красным Геной не поделили дорогу, а на выезде Генезис снова показывает свое превосходство на ускорении. Макс вынужден узко входить в шпильку, потому что сзади наседает уже другой француз. Выход из шпильки, соответственно, хорошим уже быть и не может. И все это приводит к довольно жесткой защите со стороны Макса. Almost crashed. Напряжение растет, условия на трассе немного меняются, и, как и в жизни, дождь совершенно не обязан равномерно идти по всему треку. Нужно постоянно адаптироваться, это сложно и не у всех получается. Прям приехал меня боком. Вместе с напряжением растет и уровень агрессии, в особенности со стороны единственного Ягуара среди толпы Генезисов, но, к сожалению, ни к чему хорошему эта агрессия не приводит. Оба француза опережают молодого симрейсера, и еще один игрок пользуется образовавшейся возможностью, только вот обзор ему закрывает машина спереди, и я подозреваю, поэтому он допускает ошибку, едет широко и почти выдавливает Макса в скоростном правом повороте, ну а Макс сразу дает понять, что так с ним поступать нельзя. Oh my god. Oh, wet Max. Oh dear. Я извиняюсь, Вассерман. Я извиняюсь, кто бы там ни был. Бля, ну что произошло? Меня тупо выкинуло на трассу, даже ничего не мог сделать. My gosh. Now it's game over. What am I doing?
Целых 3 пилота выбывают из борьбы за победу, и все это за один сектор в начале северной петли. Макс погиб в результате мести, Винт в очередной раз отправился в забор по своей ошибке, хоть он и самый быстрый пилот из присутствующих. Наверное, если бы он был на более подходящей машине, все бы сложилось по-другому. Жалко, не повезло. Ну, я тупо почему-то не попал в поворот, тупо вылетел и все. Лимон, конечно, тоже не без греха. Его возвращение на трек после вылета оказалось фатальным для немца Вассермана, но нет времени судить и сожалеть о содеянном, нужно двигаться вперед. Но не надо здесь лезть. Бля, ну и шиза. Уже не первый человек отвешивает такие комментарии в сторону француза, но и его судить тоже не хочется, ведь по факту он здесь еще никого не убил. Были от него опасные маневры, но все оставались живы, в том числе и Гот Макс Пауэр, который сейчас едет бок о бок с португальцем, получившим огромный штраф за убийство Макса Дрюмина. Trying to help Max with the draft there as much as I could. Гроув-стрит и Гот Макс Пауэр хорошие знакомые. Макс часто тусуется на стримах у американца, и вообще у нас здесь несколько союзнических групп, русская, французская и англо-американская, однако в гонках, как правило, любой союз рано или поздно распадается. Come on, Max, bump me, Max. What are you doing, Max? Be patient with your friends. My teammate. Понятно, что у Макса не было другого выбора, кроме как обогнать своего тиммейта. Снова это происходит ровно там же, что и на прошлом круге, но удержать эту позицию Максу не удастся. Thank you, Max. Have that back. It's where we belong, I think. This is better. Instant karma, maybe not. I love Max regardless. Ошибки посыпались из наших героев, словно вода из дождевых облаков. Саша все умудряется оставаться сухим, а вот кто-то уже промок до последней нитки. I'm not quitting, we're finishing the race. Я шиз, я просто начал играть против этого француза Санова, просто поздно тормозил, потому что он просто меня давит везде. Эмоции Саши понятны, французское давление на него тоже сработало, хотя, конечно, в этой ситуации Эйфонде ни в чем не виноват. We can still do this, Max. 1-2, Max. I don't care what order. 1-2, Max. I don't care what order, but come on, bump me. Надежда финишировать первыми вполне может реализоваться, потому что в отличие от команды Porsche, во главе пелотона начинается схватка. Team Porsche. I'm in the same car. I'm trying to get the draft. Don't go for it. Не так уж и много лидера потеряли на размене позиций, никому даже газ отжимать не пришлось, но из-за того, что позади ребята друг друга толкают, разрыв все-таки сокращается, и еще больше этому способствует странная квадратная траектория француза в шпильке. Хотя, кто знает, может быть, в дождь так оно даже и быстрее. Раньше выпрямляешь машину и уверенно встаешь на газ. Don't overdo it on throttle. Don't overdo it. Don't cook it. Don't cook it. Слушай, все очень близко, тут реально есть шанс. Oh, what a move there. A little bumpy. Португалец жертвует своей совестью, чтобы прорваться вперед, но штраф настолько большой, что по факту ему уже ничего не поможет. До первой, кстати. На ПРе объехал Лаванду. Возможно, вы сами уже заметили, но дождь чисто визуально, кажется, закончился. Трек начал подсыхать, и если изначально дождевая резина работала лучше, то теперь преимущество перешло к промежуточной. Powerhead really holding me up. We'll have to be patient. We have no choice but to be patient with this. There's no way I get around him with something stupid. He's proven to be very spicy too, so I'm sure if I made a mistake, he would retaliate or something crazy. Так, мы очень близко на самом деле. 1 секунда до лидера. He's keeping up. He's keeping up.
on F1 Don't mess up. And me too, don't mess up. Блин, ну мне куда деться, Вассерман, ладно. Допустим, проехал. This is gonna be the most insane sections coming up. Be prepared for insanity. Didn't see that puddles. Just took my eye off the corner. Now I've definitely taken my eye off that corner. This might be the worst drive I've ever done, and there's been some really bad ones. Давай еще раз Вассерман наберем. Как это часто бывает на Нюрбургринге в Гран-туризмо, все будет решаться на возвратной прямой за счет слипстрима и союзов между машинами, а также беспорядочной и страшной борьбы в последних поворотах. Что делать, что делать, что делать? Выход супер все решает. Come on, Max! Max, bring us to the front, Max. Bring us to the front, Max. I'm waiting. Your bump is gonna do it. He's gonna pull his French with him instead. Хз, что делать? Мы просто летим на лютой какой-то скорости. Лаванда. Пошел. Oh my god. Ну я не знаю, что это. Getting bumps from behind the whole time. Жесть. Что за мясо? Учитывая то, насколько хаотичными были последние моменты гонки, я просто не могу оставить вас без разъяснений. Смотрим от лица Лаванды, видим успешное партнерство французов, они занимают первое и второе место. Дальше Лимон толкнет Лаванду, но Гроув-стрит еще до толчка начинает смещаться левее, скорее, наверное, чтобы дать Максу вернуться на трек, а не ради блокировки Лаванды. Дальше Генезис против Порше несутся бок о бок, но красота этой схватки нарушается контактом со стороны Макса. В результате левые колеса корейского автомобиля на торможении оказываются в траве, и таким образом хрупкий порядок превращается в хаос. Лаванда теряет управление и неестественно отскакивает от барьера. Немец позади ошибается на торможении, его машину заносит, и он встречает свою смерть в заборе. Тем временем Лаванда без контроля над своим транспортным средством немного подталкивает Макса. Макс не успевает отреагировать на увеличенную скорость, и оба Порше чуть ли не разворачиваются. Лаванда снова толкает Макса, черный Порше получает тычок от Лимона и летит на своего партнера, уже не может замедлиться и впечатывает его в стену, не без помощи еще одного чувака, который умер еще в самом начале, но вот успел воскреснуть и благодаря очень удачному стечению обстоятельств за пару поворотов поднялся с 8-го места сразу на 3-е. Вот такой получилась гостевая гонка от Саши Лимонова. Спасибо ему и всему остальному актерскому составу за контент. Ссылки на всех игроков вы найдете в описании. Ставьте лайки и напишите что-нибудь в комментариях. Это супер важно. Спасибо и пока-пока.